Здорово! Новые Ryzen уже доступны всем желающим, а владельцы процессоров первой ревизии задаются вопросом, не поспешили ли они с покупкой. В этом обзоре я постараюсь ответить на главные вопросы, насколько второе поколение обогнало первые Ryzen и стоит ли переплачивать за новые камни. В красном углу ринга Ryzen 5 1600X, в оранжевом углу новенький Ryzen 5 2600, хотя корректнее было взять тоже X-версию, но разгонный потенциал у них одинаковый. Для этого сравнения я не стал брать i5 8400 и хотел бы спросить у вас, друзья, с каким процессором из синего лагеря вы хотели бы видеть сравнение нового Ryzen 5 2600, более бюджетного i5 8400 или аналогичного по цене i5 8500. Жду ваши предложения в комментариях. Вернемся к подопытным. При одинаковом кэше третьего уровня и количестве линий PCI-Express чипы отличаются техпроцессом, частотными характеристиками и возможностью нового процессора работать с памятью частотой 2933 МГц. Соответственно, теплопакет Ryzen 5 2600 уже не 95 Вт, как у предшественника, а 65. Правда, по тестам будет понятно, что все это паспортные данные, которые с реальностью имеют мало общего. В новых процессорах 2000 серии технология Precision Boost 2 стала работать куда лучше, позволяя в автоматическом режиме повышать частоту до максимально заявленной по всем возможным ядрам. Поэтому в приложениях, которые не задействуют все ядра процессора, производительность новых чипов будет выше. Но об этой технологии я расскажу в следующем обзоре Ryzen 7 2700X с материнской платой на чипсете X470. AMD на презентации громко заявила о разнице в производительности с предшественниками до 10%. Давайте это проверять на практике. Стоковые показатели тестировать нам не интересно, ведь каждый знает, что во всех системах на Ryzen разгон должен быть априори. Поэтому 1600X я разогнал до предельной частоты моего экземпляра. 4 ГГц при напряжении 1,365 вольт. Ryzen 2600 я смог разогнать до 4,2 ГГц при вольтаже 1,35. Однако пройти тест на стабильность при этом он отказывался, зависая спустя 7-10 минут. Даже повышение напряжения до 1,43 не помогало. Но в игровой сессии за 5 часов вылетов и зависаний не было. Поэтому если вы не играете в бенчмарки, а используете ПК только как геймер, такая частота вполне рабочая. Также я разогнал Ryzen 2600 до 4 ГГц по всем ядрам при вольтаже 1,365, чтобы сравнить, дает ли прирост изменения техпроцесса и влияет ли он на изменение температуры при одинаковом вольтаже с Ryzen 1600X. Интересно, что такая частота достигается на R5 2600 при меньшем напряжении 1,2 вольта. При этом температура будет ниже градусов на 10. В стенде стоит одноранговая память HyperX с частотой 3200 МГц и таймингами 16, 17, 17, 36, две плашки по 8 ГБ. Материнская плата MSI X-Power Titanium, еще на чипсете X370. Но установить и разогнать эти процессоры можно и на материнской плате с чипсетом B350. Однако обязательно нужно обновить BIOS, если на коробке не указано, что материнка поддерживает 2000 серию процессоров. За охлаждение камней будет отвечать Be Quiet Pure Rock с 4 толстыми медными трубками и термопаста Arctic MX4. Так как я планирую протестировать максимально возможную производительность процессора, то настройки графики я скручиваю в минимум. И для этого нам будет достаточно даже GTX 1060. Погнали к тестам. И начнем с попугая в Cinebench R15. Ryzen 1600 в разгоне до 4 ГГц в пике набрал 1327 баллов. Старший 2600 при тех же 4 ГГц показал на 1 балл меньше, а в разгоне до 4,2 ГГц оторвался почти на 100 пунктов, 1432. В каждой игре замеры я проводил по 5 раз, таким образом минимизировав погрешность вычислений. Настройки минимальное разрешение 1080p. Во всех случаях видеокарта не была загружена на полную. Первая игра старый добрый третий Ведьмак, центр Новиграда. Показатели у вас на экране. Хоть и по графику фреймтайм проскакивают периодические статоры, на самом деле дискомфорта это не приносит, и геймплей достаточно плавный. Разница между первым поколением и вторым видна невооруженным глазом. Особенно если сравнивать 2000 на частоте 4,2 ГГц и Ryzen 1600X на 4. Watch Dogs 2, игра, которая требовательна к ресурсам процессора. И новый Ryzen в двух случаях существенно вырывается вперед. Хотя разница между FPS на частотах 4,2 и 4 ГГц практически не наблюдалась. 1600X показывает вполне удовлетворительные результаты, и в паре даже с GTX 1070 на ультранастройках может хорошо себя проявить. И следующая игра, которую я включаю в тесты, пожалуй, в последний раз, GTA 5. Мне неведома причина, почему при полете над пустыней падения FPS и статоры были настолько жуткими. Игры установлены на SSD, поэтому подгрузку локаций я исключил. При езде по городу и прохождении миссий такого не наблюдалось. Ну а результаты беспроблемной местности у вас на экране. Battlefield 1. Низкие настройки графики, карта, крепость FAO. И да, в онлайне повторить те же действия невозможно, поэтому я делал более 5 итераций на каждом сетапе. По среднему значению показателей можно сделать вывод, что даже на более высокой частоте Ryzen 2600 не сильно оторвался от предшественника. Хотя 12 кадров в этом случае это почти обещанные 10%. Ну и самая оптимизированная нет игра последнего года PUBG. Минимальные настройки графики, местность возле большого города с множеством объектов.
И даже Ryzen 1600X обогнал 2600 на частоте 4 ГГц. Однако преимущество камня на 4,2 ГГц все же есть, особенно по показателю меньшего 1%. А это значит, что в перестрелках или при множестве эффектов на экране просадки FPS будут менее заметны. Что касается температуры, то максимальная была зафиксирована в Watch Dogs 2. Для Ryzen 5 1600X при разгоне и повышенном напряжении температура поднялась до 57 градусов. Для Ryzen 5 2600 при таких же настройках все те же 57 градусов, а для разогнанной версии 63 градуса. Однако в бенчмарках температуры были еще выше. Пора подводить итоги. Новые процессоры предназначены для людей, которые только планируют строить новую систему. Владельцам первых Ryzen переходить на новую серию нет никакого смысла. Лично я еще в прошлом году ожидал, что новая линейка Ryzen порадует нас более высокими частотами и разгонным потенциалом. Однако кроме маркетинга и слегка увеличенных частот мы ничего не получили. Обещанные 10% прироста производительности есть, но только в условиях ручного разгона, да и то не во всех играх. В ближайшее время посмотрю, на что способен Ryzen 7 2700X на материнке с набором логики X470. И не забудь написать в комментариях, с каким процессором из синего лагеря сравнить Ryzen 5 2600. Меня зовут Артем, увидимся!